Друзья, всем здравствуйте. Мне этот ролик надо было опубликовать еще месяц назад. Задерживала, думала, все, нет фотографий, некому сделать фотографии. Так как я планирую это изделие и много еще других подарить зрителям, и получается, что из-за двух фотографий мне опять придется перестирывать изделие. Ну, не хочется, честно говоря, этого делать. А потом, достаточно будет того, что я назову какие-то размеры. Все равно у вас свои могут размеры быть. Они могут совпадать, не совпадать. Ну, хоть какие-то ориентиры я дам, и то хорошо. Лично я была бы благодарна за такую информацию, когда начинала работать с этой незнакомой для меня ниточкой. Я сначала думала, что оно будет вот так, там предположения какие-то были, а оно вышло совсем по-другому. И, честно говоря, мне хотелось одним глазиком кому-нибудь заглянуть, чтобы мне хотя бы немножко меня где-то по петлям сориентировали. Поэтому пришлось все равно вязать образец, хотя этого делать не люблю. Все равно пришлось немножко посчитать, прежде чем понять, с каким ритмом прибавок, что на горловину у меня пойдет и так далее. Значит, вязала из Yarn Art Symphony вот такая вот этикетка, только без слова Dream. Dream — это значит секционного окрашивания. Ниточка что подразумевает? Это хлопковый шнурок и вискозный шнурок. То есть один участок вискозный, один хлопковый. Здесь 80% хлопка, 20% вискозы. И в образце я там показывала, что вискозный участок мы можем вязать изнаночными петлями, и получается в полотне такие изнаночные дорожки. Мне на самом деле ближе были вот эти вот изнаночные дорожки. Но я подумала, ладно, будет интересно людям, предлагала совместно вязать, чтобы показывали в телеграм-канале, кто каким узором вяжет. И все-таки остановилась на вот этом узоре, как у Ольги, накидывая вместе, накидывая вместе. В следующем ряду провязываем просто накиды лицевыми петлями. То есть как только у нас пошла вискозная нить, вот этот отрезок мы вяжем накидывая вместе, накидывая вместе. Все. В общем, все просто. И третий вариант узора я предлагала делать разные дырочки. То есть маленькие дырочки накидывая вместе. И, все уже, наверное, знают узор. 2 вместе с наклоном влево, 2 накида, 2 вместе с наклоном вправо, раппорт 4 петли. И двойной накид провязываем в следующем ряду 2 петлями. То есть получается большая дырочка. И просто их чередовать, где маленькая, где большая, можно хаотично. Сейчас я ставлю вам картинку круглой кокетки. Эта картинка у меня 2 года. Я ее то удаляла, опять встречу ее, опять ее к себе в памятку, значит, в галерею занесу. Потом опять я ее удалю. И вот когда я смотрю на эту круглую кокетку и думаю, я же ее столько лет хотела связать. Я не знаю, это было 2 или 3 года назад, когда я впервые увидела эту картинку. Я все думала, когда же у меня дойдут руки до вот этой вот неравномерной дырявости. Когда я Ольге увидела вот такой джемперок на ней, и думаю, вот оно, вот что я так много лет хотела связать. И, конечно, я ей очень была благодарна. Что могла бы рекомендовать? Немножечко контролировать количество дырочек. Например, в этом ряду по рукаву у меня там 10 дырочек, и я здесь сделаю 10 дырочек. Это так, чтобы совсем уж жизнь медом не казалась, да, немножечко усложнить работу себе. И, пожалуй, все. Да, по расходу пряжи. У меня было 6 мотков, я рассуждала так. Мотки 50-граммовые. И я, как правило, как обычно у меня бывает, на кокетку идут 2 мотка 50-граммовых с любым метражом, плюс-минус у меня всегда именно так и получается. 2 мотка я рассчитывала. Если 100-граммовый моток, значит 1. Дальше, на рукав 50 грамм. Так как здесь 50 грамм, значит 1 моток. Я хотела длинный рукав. 4-й моток — это еще 1 рукав. 5-й, 6-й — это низ изделия. У меня получилось до середины бедра. Даже, наверное, ниже. То есть я рассчитывала, что мне 6 мотков, прям даже все здорово хватит. Но здесь совершенно непонятный был расход. У меня на кокетку ушло 3 мотка. И у меня получилось, что на 2 рукава уж пошло ровно 1 моток. Прям вот такой хвостик остался у меня. В общем, здесь ровно 1 моток. В общем, одного мотка мне не хватило, чтобы получить длинный рукав. Я подумала, либо я его довяжу, оно у меня лежало. Потом я думаю, нет, я его все-таки подарю. Поскольку я его не носила, поэтому, могу подарить его. Себе еще 100 раз что-нибудь свяжу. И по низу у меня вообще маленький хвостик остался. То есть, кстати, обещала рассказать, как я вывязываю все до нуля. Вот никак руки не доходят. Уже пометок 7 миллионов сделала, что я там обещала. И никак все не войду в ритм. Вот эта жара выбивает из колеи. Давайте теперь по ширине расскажу. По ширине у меня
54 было, сейчас 52 я померила. Допускаю, что это вот дало неправильная сушка, то есть просто на вешалке сушила, поэтому изделие чуть-чуть вот так вот, да. Значит, по длине получается от горловины спинки до низа изделия получается 52 сантиметра. Рукав у меня чуть-чуть закрывает локоть, по ширине 17 сантиметров. И росток у меня 7 сантиметров. Да. Связала спицами номер 4, пришлось взять образец. Я привыкла, что если спицы в руках 3,5-4, у меня фирменное количество петель на горловину это 120 петель. То есть у меня что на круглой кокетке, что на любом джемпере, заходишь на любой мастер-класс, у меня везде 120 петель. Здесь я тоже набрала 120 петель. Кстати, набросовую нить, а горловину я потом люблю делать вот такую двойную горловину. Ссылку на нее оставлю. Это не фабричный набор, никакого отношения к фабричному набору не имеет. Рукав я обрабатывала просто 3 ряда резинкой 1 на 1. Потом резинку наоборот провязала один ряд, там где лицевая, там у меня была изнаночная, где изнаночная лицевая, то есть в шахматном порядке. И провязала один изнаночный ряд и закрыла. Закрывала спицами номер 7, чтобы не затянуть край изделия. Не люблю, когда рукава вот так вот фонариком затянуты, когда низ изделия затянут. По низу изделия у меня то же самое все. В идеале я бы, конечно, хотела видеть отделку такую, как на горловине. Лично для меня отделка играет большую роль. Вот. Так, ну что, попробую рассказать, как я вязала. Значит, 120 петель я набрала, у меня сразу все разъехалось, и все регланные линии у меня уползли далеко за плечи, в общем, пришлось вязать образец. Связала образец, у меня в 10 сантиметров 16,5 петель, поэтому в одном сантиметре 1,65 петли. Значит, я посчитала на окружность головы 55, я сделала, умножила, у меня получилось 92 петли. Распределила 29 спинка, 29 перед, 13 петель на каждом рукаве. И на регланной линии 2 петли. Далее начала вывязывать углубление и росток одновременно. Вот, значит, по спинке я оставлю вам видео на видеоурок, ничего не поменялось, я никогда не разворачиваюсь в рукаве. Там, где мало петель у меня, поскольку, смотрите, мы плоские с вами сбоку, да, и получается, что вот этот участок на рукаве, его не надо сильно округлять. Если я вот сколько раз пыталась в последнее время на рукаве начинать крутиться, получается, горловина не совсем такой, ну, лично мне не нравится такая горловина, когда я разворачиваюсь на рукаве. Если вы привыкли по-другому, делайте по-другому. Я делаю как в реглане погони. У меня ничего не изменилось с тех пор, поэтому я не перезаписываю ролик. Если у меня что-то поменяется в отношении углубления и ростка, то я перезапишу ролик. Но поскольку никаких изменений у меня в голове не произошло, то я продолжаю как бы ссылаться на то видео. Начинаю вязать укороченные ряды. Маркер поставила от регланной линии по спинке 2 петли маркер, 3 петли маркер. Здесь оставлю буквально 2, 3, 4 точки, то есть чуть-чуть углубить. Вот, если изделие складываем пополам посередине рукава, то получается от регланной линии вот здесь стоит маркер, 2 петли маркер, 3 петли маркер. То есть чуть-чуть на 4 ряда, 2 точки это 4 ряда, на 4 ряда при такой толстой пряже, все-таки она для меня толстая, на 4 ряда я углубилась. А по переду я сделала столько точек, сколько у меня просто умещается. Потому что должны быть единицы в начале, обязательно должна быть трешка и двушки. Ну, здесь количество петель позволило мне сделать только 6 разворотов. Значит, смотрите, у меня 29 петель по переду, 29 петель делим на 3. 1/3 мы по центру не трогаем. Можем заезжать сюда на одну петелечку. Я стараюсь сюда не заходить. И значит, получается, что либо по 9 петель и 10, и 11 по центру, либо по 10 на горловине по краям и 9 по центру. Вот я оставила второй вариант, то есть на одну петельку зашла на центр горловины. И расставила маркеры 3 раза по 1 петле, 2 раза по 2 и еще последний участок 3 петли.
То есть немножко, чтобы сглажено было, да. То есть больше цифр у меня не уместилось. Чтобы сделать горловину глубже, углубиться, нужно больше единичек ставить. Ну, пожалуй, здесь и все. Значит, отвязала я росток, у меня 6 точек по переду, значит, это поворотными рядами 12 рядов. То есть на 12 рядов у меня перед опустился в отношении спинки. Мне этого оказалось мало, я потом еще добавляла азиатский росток. Значит, здесь прибавки шли, когда вывязывала росток, в каждом втором ряду, то есть как в классическом привычном реглане. Далее я обнулилась и начала вязать прибавки в каждом третьем ряду. И таких рядов с прибавками через один ряд у меня было 13. 13 прибавочных рядов. То есть ряды с прибавками, между ними 2 ряда просто вяжу лицевыми петлями. И далее уже здесь перед подрезом, то есть смотрите, вот изгиб какой, да, получается, идет, идет, идет. Мне как раз нужно добрать мои недостающие по ширине петли, и здесь я меняю ритм прибавок почаще. То есть опять начала вязать через ряд прибавки. То есть основную часть регланной линии я вязала с прибавками через 2 ряда, да? А в начале и в конце регланной линии я вязала с прибавками через ряд, как в классическом реглане. Так, кстати, я вам не сказала длину регланной линии. 25 сантиметров. Низкую пройму я не люблю. Здесь пройма у меня, ну, все как мне нравится, короче. Данное изделие получается 46-48, наверное. На 46 очень свободно, на 48 менее свободно. Итак, я дошла до своих петель. Значит, я считаю, что у меня должно быть 90 петель минус подрез. Если у меня 11 петель будет в подрезе, это 79 петель должно быть. Я остановилась так. А если 13 петель в подрезе, мне надо 90, да, то получается 77 петель. Я дошла до 77 петель на переде и на спинке, и 61 петля в рукаве получается на тот момент. И забрала от регланных линий по одной петле, получается 79, то есть мое число, которое мне надо. 79 по переду, 79 по спинке. Ну и, соответственно, по рукаву было 61 петля плюс 2 петли, и это от регланных линий. Далее я вязала росток на петлях спинки 9 рядов. Еще, представляете, это 12 рядов. У меня росток наверху был, верхний. И получается еще 9 рядов. Я пересчитываю, ну да, 9 рядов. Вот никогда у меня такого ростка не было. Прям здорово. Но вот я на куклу мерила, и на себя мерила, и все замечательно. То есть вот такой большой росток мне вот здесь как-то подошел. Поэтому такой большой расход, видимо, и на кокетку-то пошел. И в подрезе у меня 11 петель, по центру 1 изнаночная, как обычно. Значит, получается у меня 79 плюс 11, умножаю на 2, и по кругу у меня получается 180 петель, это по телу, и 63 петли по рукаву. Дальше вот эти 11 петель, которые у меня в подрезе, я всегда убираю в полуластовицу, для того, чтобы рукав прилегал без заломов, без мешка вот этого в подмышке, да. И вот эти 11 петель я убрала через ряд, отступив 2 петли слева и 2 петли справа от ложного шва. У меня всегда по рукаву идет ложный шов, и по центру подреза в теле также идет ложный шов. Туда же прятала ниточку. В общем, у меня так еще удачно все здесь складывалось, что, смотрите, у меня прям, допустим, я вяжу, клубочек заканчивается. Первый клубочек у меня закончился где-то на регланной линии. Было удобно прятать хвостик, поскольку ниточка такая вот, ну, какая-то толстая. У меня прям четко получается, что у меня моток прям кончается, когда я подхожу к ложному шву. И поэтому все ниточки у меня спрятаны вот так вот. После стирки они, конечно, разболтались, потому что длинными я их не оставляла. Вот. Но они не мешают, и их нигде не видно. Так, ну вроде все сказала. Значит, пряжу можете заказать у Оксаны Гуляковой. Канал на YouTube у нее так и называется, Оксана Гулякова. И под каждым роликом у нее там и телеграм-канал, и ВКонтакте можно у нее заказать. В общем, я попробую все ссылки оставить внизу, не знаю, кликабельные ли будут. Если что забыл, девочки, то обязательно спрашивайте, отвечу.